Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Вкусно у Вали». Я Валя, и сегодня я вам предлагаю испечь хлеб в рукаве для запекания. Идея этого хлеба в рукаве мне в последнее время очень часто попадалась в интернете, и мне тоже захотелось попробовать. Но перед тем, как рассказать вам рецепт, я хочу еще раз вам напомнить. Если вы все еще не подписались на мой канал, подпишитесь. Так вы не пропустите ни одного интересного рецепта, а если нажмете на колокольчик, YouTube каждый раз вам будет напоминать, что на канале появилось новое видео. Итак, вернемся к рецепту. Хлеб, как известно, любит сильный жар и пар в первые минуты выпечки. Именно благодаря пару создается классная корка, красивый цвет и текстура этой корочки. Как оказалось, именно рукав для запекания – это очень простой и быстрый способ этот пар создать. Для сегодняшнего хлебушка я буду использовать два вида муки. 500 грамм белой пшеничной муки и 200 грамм цельнозерновой ржаной муки. Еще мне понадобится 500 мл теплой воды, 40 грамм оливкового масла, 8 грамм сухих дрожжей, столовая ложка сахара и чайная ложка соли. Хлеб я буду вымешивать с помощью миксера, и поэтому в чашу я просеиваю сначала белую пшеничную муку и далее просеиваю сюда же и ржаную цельнозерновую муку. Просеиваем всегда муку, потому что это насыщает муку воздухом, и хлеб получается пышнее. И сюда же я добавляю сразу дрожжи, сахар и соль. Перемешиваю все сухие составляющие хорошенько и добавляю теплую воду, не горячую, теплую воду. Перемешиваю лопаточкой и в самом конце сюда же добавляю и 40 грамм оливкового масла. Вместо оливкового можно использовать любое другое растительное масло. Далее устанавливаю крюк для вымешивания теста, включаю миксер, и он будет работать, вымешивая тесто. Это тесто также очень успешно можно вымесить руками. Просто придется немножечко дольше вымешивать, около 10-15 даже минут. Если вы будете вымешивать это тесто, у вас получится хорошее, гладкое, не липнущее к рукам тесто. У меня уже миксер приготовил тесто. Вот такое тесто в итоге получается. Я смазываю рабочую поверхность оливковым маслом, также и миску, в которой будет подходить тесто, и перекладываю готовое тесто на рабочий стол, оформляю его вот таким образом, чтобы у меня получился красивый гладкий шар из готового теста. Показываю вам, какое тесто прекрасное получилось в итоге. Перекладываю его в подготовленную миску, накрываю прозрачной пищевой пленкой и оставляю подходить ровно на 1 час в теплом месте. У меня уже прошел 1 час, и вот посмотрите на мое тесто через час. Оно настолько увеличилось в объеме, по-моему, раза в 3. Очень приятное на ощупь, воздушное, податливое. Снова перекладываю тесто на рабочую поверхность, и далее я его разделю на 2 части. У меня будет 2 буханки хлеба, и снова обе части я округляю вот таким образом. И далее нужно еще немножечко поработать с этим тестом. Посмотрите, вот таким образом я растягиваю каждый кусок теста, складываю, снова растягиваю, снова складываю. Очень приятно работать с этим тестом. И еще раз складываю и растягиваю тесто. Эту процедуру нужно повторить раз 5-6, хотя, честно говоря, можно бесконечно заниматься этой процедурой, это настолько приятно. Дальше я округляю снова наш хлебушек и переношу в подготовленные рукава для запекания. Оба хлебушка сначала присыпаем немножечко сверху мукой и делаем сверху неглубокие надрезы. Надрезы нужно делать очень-очень острым ножом. Причем глубина надрезов не должна превышать 5-6 мм. Теперь перевязываем рукава для запекания. Никаких отверстий проделывать здесь не нужно. И оставляем на расстойку наш хлеб еще минут на 20. В это время можно включить уже духовку и нагревать до температуры 220 градусов. Выпекаем в заранее нагретой духовке 30-35 минут. Посмотрите, какой хлебушек у меня получился через 35 минут.
Оба хлебушка румяные, хрустящая корочка, невероятной текстуры. Я вам очень-очень советую попробовать выпекать такой хлеб в рукаве. Если вам понравился мой сегодняшний рецепт, то, как всегда, внизу в описании под этим роликом вы найдете все необходимые продукты, их точное количество, чтобы вам было проще работать с моим рецептом. Спасибо, что посмотрели мой рецепт. До новых вкусных встреч и до новых интересных рецептов.